Всем привет! Сегодня мы обсудим, до каких пор будет дорожать бензин в России. А вы подумайте и напишите в комментариях, какую цену на бензин вы считаете для себя наиболее оптимальной и вообще справедливой. Также прошу вас подписаться на канал и поставить лайк прямо сейчас. За это в конце с меня не смешной анекдот. Необходимость заглянуть на АЗС вызывает все больше негативных эмоций. Безостановочное подорожание топлива просто наводит ужас. Что происходит в России с бензином и когда ждать фиксации цен? Нам уже давно не нужно объяснять, почему вне зависимости от мировых конъюнктур нефтяных цен автомобильное топливо в России только дорожает. Складывается ощущение, что мы не одна из крупнейших нефтедобывающих держав, а маленькое искусственное островное образование с внешне управляемой экономикой. Стоимость нефти падает, кричи караул, дефицит бюджета, инфляция и рост цен в магазинах и на АЗС. Цена нефти растет, снова здорово. Кто будет продавать нефтепродукты внутри страны задешево, когда самое время отправить дорогостоящее сырье за кордон? Потребитель всегда в минусе, что бы ни произошло. Нам говорили про привязку цены топлива к курсу рубля. Но и тут мимо. Рубль падал, бензин пусть медленно, но дорожал. Рубль укрепили, бензину все равно. Прет вверх. Что же это такое? Выходит, что в любой непонятной ситуации рисуй новый, более внушительный ценник на бензин. Так, топливо марки АИ-92 выросло в цене за день на 1,84% и впервые поднялось выше 62 тысяч рублей за тонну. АИ-95 тоже установил рекорд, за день подорожав на 1,32%. До 68 141 рубля за тонну. И на днях вице-премьер РФ Александр Новак по итогам специального заседания заявил, что правительство не допустит ситуации, когда аппетиты розничных торговцев топливом обгоняли рост биржевых цен. По данным Росстата, только в июне цены на заправках выросли на 3,6% при инфляции в 3,15%. Согласно все тому же Росстату, средние потребительские цены на бензин в последнюю неделю поднялись на 27 копеек. Видимо, нынешний стремительный рост цен на бирже связан с массовыми профилактическими ремонтами, которыми занимаются НПЗ. Предполагалось, что с июня цены на топливо слегка оттаят. Объемы-то восстановились, но ослабление рубля и как следствие рост нефтяных котировок не позволили этого сделать. Ну а если вы планируете купить новый автомобиль, то самый выгодный способ — это зайти на autospot.ru, ведь только тут собраны все предложения на автомобили от официальных дилеров, причем указываются и скидки. Возьмем для примера китайские автомобили. Тут встречаются скидки от 50 до 100 тысяч рублей на покупку за наличные. Если в вашем городе таких скидок нет, посмотрите, к примеру, Питер. Там прям предложения очень хороши. И так по каждой марке и модели. Остается лишь выбрать машину и оставить заявку для бронирования. Заходите на Автоспот, ссылка в описании. Если верить чиновникам, уже на следующей неделе правительство РФ сделает ряд предложений по стабилизации цен на топливо. Будут конкретные предложения, мы их озвучим. А что вы думаете по поводу обещаний чиновников снизить цены на бензин? Пишите в комментариях ваше мнение. Но обещанная мною шутка юмора. Новости из регионов. В Пермском крае смерч прошел через центр города и унес стройматериалы. Унесенные материалы смерч случайно аккуратно бросил на территории строящейся дачи одного из чиновников. А на этом все. Буду держать вас в курсе всех событий. Не забудьте за мою работу поставить свой царский лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик.